Как порою приятно проснуться утром и увидеть блестящие лучики солнца, наполняющие мир привычным теплом и светом. Зимой этого, конечно, немного не хватает, но в теплые времена года без солнышка не обойтись. А поэтому возникает закономерный вопрос: что же будет с человечеством, когда солнце погаснет? Сколько еще светить солнцу и когда оно взорвется? Может ли наша человеческая раса найти себе другое пристанище? А может быть, можно просто сдвинуть Землю подальше? Запасайтесь вкусностями, и мы начинаем. Солнце – шар газа, состоящий на 73% из водорода и на 25% из гелия. Его средняя плотность намного меньше плотности Земли. Ежесекундно на желтом карлике происходит преобразование более 500 миллионов тонн водорода в гелий. Источником солнечной энергии служат термоядерные реакции, слияние ядер легких химических элементов в более тяжелые. По оценкам ученых, Солнце и вся Солнечная система образовались примерно 4,5 миллиарда лет назад. Сегодня расчеты ученых и исследователей позволяют сделать вывод, что Солнце будет нам светить еще около 5 миллиардов лет. Светимость Солнца увеличивается на 1% каждые 110 миллионов лет. Это происходит за счет сжигания водорода. И здесь есть некая угроза. Все дело в росте светимости, которая приведет к тому, что через миллиард лет все океаны на Земле испарятся, а средняя температура поверхности нашей планеты будет равна 57 градусам Цельсия. Перед тем, как погибнуть, его светимость будет на 121% ярче, чем сейчас. Вроде бы чуть больше, чем в 2 раза, но последствия пугают. Затем Солнце станет красным гигантом и будет способно сжечь все ближайшие планеты. К тому моменту Солнце расширится на 1,7 миллиарда километров. Такой процесс не оставит шансов для людей на спасение. Многие ученые считают, что человечеству уже можно начинать искать новое место обитания, находящееся за пределами Солнечной системы. Но пока что это лишь из области фантастики. Некоторые исследователи полагают, что можно попробовать изменить орбиту Земли. Так, когда астероид летит рядом с Землей, он отталкивается на выходе и непременно попадает под действие гравитации, а также может воздействовать и своим гравитационным полем на нашу Землю. Такое воздействие одного астероида совсем незаметно, но если таких астероидов будет значительно больше, ученый Маттео Чериотти из университета Глазго полагает, что 1 миллион космических астероидов может хватить, чтобы изменить орбиту нашей планеты. Еще вариант – изобрести сверхмощные двигатели наподобие солнечного паруса, а также силовые установки, использующие ископаемое топливо. Такие изобретения могут отодвинуть нашу орбиту к орбите Марса. Но сказать наверняка, что этот метод окажется действенным и что случится с Землей и Луной в непосредственной близости к другим планетам, не может никто. Взрыв Солнца однозначно погубит все планеты земной группы. Этот мощнейший взрыв будет способствовать созданию различных миров, на которых через миллиарды лет будет существовать и развиваться жизнь. После взрыва может наступить как жара, так и существенное похолодание. Многие ученые полагают, что после взрыва вся вода и летучие газы испарятся с поверхности Земли, и даже бактерии могут исчезнуть. Затем наша планета растрескается от холода и, скорее всего, окажется уже за пределами обитаемой зоны. Но до взрыва Солнца еще много лет, и мы надеемся, что человечество тогда уже научится колонизировать новые миры и найдет самое оптимальное место для жизни. И вот в новых мирах могут быть совсем другие возможности. Недавно астрономы смогли обнаружить новую экзопланету, которая тяжелее, чем Юпитер в 3 раза и очень отличается от всех других ранее известных нам планет. Ее орбита имеет весьма эллиптичную форму, а ее апоцентр расположен на огромном расстоянии. Если представить, что данная экзопланета входит в Солнечную группу, тогда она была бы приближена к поясу астероидов и далее бы располагалась за орбитой Нептуна. Незадолго до обнаружения этой планеты группа ученых нашла еще одну экзопланету. Парадокс состоит в том, что, согласно расчетам ученых, она вообще не может существовать. А ранее исследователи обнаружили целую систему, состоящую из 3 экзопланет и красного карлика. Эта система находилась в 73 световых годах от Земли. Со слов директора Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова, на сегодняшний день ученым известно о существовании более чем 4000 экзопланет. Всего пару десятков из них по составу атмосферы немного похожи на нашу планету.
До одной из ближайших к нам экзопланеты добираться 12 световых лет. В переводе на доступный для простого обывателя язык это путешествие заняло бы несколько сотен веков. Эта планета называется Тау-Кита-И. Ее родительская звезда находится в созвездии Кита. Данная экзопланета может быть обитаемой, так считают ученые. Ее вес превышает вес нашей планеты приблизительно в 4 раза. Света от своей звезды эта экзопланета получает почти на 60% больше, чем наша Земля от Солнца. Если Тау-Кита-И имеет атмосферу, которая весьма похожа на земную, тогда температура поверхности ее составит примерно 70 градусов Цельсия. Для сравнения, средняя температура поверхности нашей планеты около 15 градусов Цельсия. Температура на Тау-Кита-И вполне может стать благоприятной для зарождения простых организмов, таких как экстремофилы, которые могут существовать при температуре от 50 до 120 градусов. Честно говоря, вне Солнечной системы совсем непросто обнаружить планеты. Их можно найти по косвенным признакам. Обычно используют транзитный способ или метод лучевых скоростей. В случае с транзитным способом учитывают небольшие изменения яркости, которые обычно возникают, когда планета проходит по диску родительской звезды. Метод лучевых скоростей состоит в том, что ученые исследуют колебания проекции скорости звезды на определенный луч зрения, которые возникают из-за движения вокруг общего с планетой центра масс. Пригодна ли определенная планета для жизни или нет, ученые оценивают по сходству планеты с нашей планетой. Это сходство называется индекс подобия Земли. Также учитывается вероятность существования жизни, который носит название индекс обитаемости. Основные параметры, которые учитывают ученые, это масса, размер, температура, плотность, наличие воды, расстояние до звезды. Согласно подсчетам исследователей, более 40 экзопланет могут быть потенциально обитаемые. Но, к сожалению, мы никак не можем пока это проверить. По словам ученого Владимира Кузнецова, даже самые близкие экзопланеты находятся от нас очень далеко. Это сотни световых лет. Световой год — это определенное расстояние, которое свет проходит за 365 дней. До нашей планеты от Солнца он идет 7 минут. Быть может, через очень много лет, когда Солнце начнет увеличиваться, человечество и сможет изобрести сверхскоростные космические корабли, которые способны будут добраться до ближайших экзопланет. Ведь перед лицом опасности мозг работает быстрее, как и в ночь перед дедлайном. А пока идет планомерное сканирование прилегающего пространства. И вот вокруг звезды Тропист-1 ученые заметили 7 схожих с Землей планет, которые могут иметь запасы воды. Эта звезда находится в 39 световых годах от нашей Солнечной системы. Все эти 7 экзопланет имеют размер примерно как у Земли и находятся совсем рядом друг к другу. Астрономы полагают, что эти планеты имеют плотную атмосферу с озоновым слоем. Этот слой защищает поверхность от ультрафиолета. 2 планеты, находящиеся наиболее близко к звезде, и самая дальняя планеты, непригодны для жизни. А вот одна из оставшихся, Тропист-1d, имеет индекс сходства 0,9. Еще одна экзопланета, находящаяся в 22 световых годах от нас, Gliese 667Ci из звездной системы Gliese 667c в созвездии Скорпиона. Многие ученые из Великобритании и Германии полагают, что на этой планете могут быть вполне пригодные условия для жизни. Год здесь длится 62 земных дня, масса составляет 2,7 земной, а радиус равен 1,8 земного. На поверхности этой планеты может быть вода, а ее поверхность имеет практически такую же температуру, как Земля. Учитывая особенности орбиты Gliese 667Ci, одна ее сторона будет всегда горячая, потому что постоянно повернута к звезде, а вот другая сторона будет очень холодная. Но даже эти нюансы не мешают ученым рассматривать планету как возможную для обитания. Благодаря данным, полученным с орбитального телескопа Кеплер, ученые смогли открыть в 2015 году очень интересную и потенциально возможную для жизни планету в созвездии Лиры. Находится она на расстоянии в 473 световых года. Данная планета Кеплер-438b более чем на 10% превышает размеры Земли и приблизительно в 4 раза тяжелее. Ученые предполагают, что она находится в обитаемой зоне и на ней может быть вода, а поверхность экзопланеты может состоять из скал. Средняя температура поверхности на этой планете 3 градуса. Людям было бы не очень приятно здесь жить, но все же эта температура вполне подойдет для зарождения ранних форм жизни. Хотя на момент, когда человечество
человечеству придется искать новый дом, быть может, и такая температура не станет проблемой. Люди смогут привыкнуть ко всему. Циолковский считал, что человечество все же выйдет в космос, сможет добраться до других планет в Солнечной системе и за ее пределами. Так как Солнце будет гореть еще около 5 миллиардов лет, то у человечества есть все шансы сохранить себя и найти более подходящую планету для существования. Как говорил Циолковский, невозможное сегодня станет возможным завтра.